В безбрежных водах Атлантики, где царит вечная тайна и страх перед неизвестным, произошло событие, потрясающее своим значением. В самом сердце зловещего Бермудского треугольника, того самого места, где пропадают самолеты и корабли, группа отважных спелеологов совершила неожиданное открытие. Современные технологии, наконец, позволили исследователям проникнуть в глубокие подводные пещеры, недоступные для человека до этого момента. Эти пещеры, покрытые пеленой загадок и мистических тайн, давно считались притягательной силой для ученых и авантюристов. Что же там нашли исследователи? На первый взгляд, просто древние стены, но при более детальном осмотре стало понятно, что они скрывают нечто большее. В свет фонарей на стенах пещер проявились рисунки, которые, по предположениям, были созданы тысячи лет назад. Эти изображения удивительным образом сохранились и стали настоящей сенсацией. Ни один из участников экспедиции не ожидал увидеть что-либо столь удивительное и таинственное в таких глубинах. Спелеологи, затаив дыхание, пытались понять, что скрывается за этими древними символами и линиями, и что они могут поведать современному человечеству. Загадочные рисунки пестрели необычными фигурами и символами, которые могли бы озадачить даже опытных археологов. Каждая линия, каждый завиток на этих древних граффити казался намеком на давно исчезнувшую цивилизацию, в жизнь которой можно было заглянуть сквозь тысячелетия. Эта находка стала началом нового этапа в исследованиях Бермудского треугольника, овеянного мифами и легендами. Что скрывали эти рисунки? На какие тайны они могли пролить свет? Ответы вскоре начали выявляться, когда эксперты начали расшифровку этих удивительных посланий из далекого прошлого. Загадочные рисунки на стенах. Первые предположения. Эксперты, погрузившись в изучение таинственных рисунков, сразу столкнулись с непонятными символами и фигурами, которые будто пришли из другого мира. Рисунки, нанесенные на стены пещеры, поражали своим разнообразием. Среди изображений преобладали странные геометрические фигуры, которые напоминали знакомые природные формы, но были и такими, что не поддавались никаким логическим объяснениям. Первые предположения исследователей разделились. Одни видели в них проявление ранних форм искусства, другие — послания от исчезнувшей цивилизации. Каждое изображение наводило на мысль о сложной системе символов, которую древние жители оставили своим потомкам. Между тем, группа экспертов уделила особое внимание фигурам, напоминающим человеческие формы, что вызвало бурю обсуждений среди историков и археологов. Эти изображения оказались гораздо более современными, чем можно было бы ожидать от эпохи, в которой они были бы созданы. Могли ли эти рисунки быть свидетельством неожиданного контакта с древними цивилизациями, о которых мы пока ничего не знаем? Или это были на самом деле коды, предназначенные для защиты определенных знаний от непосвященных? Другие исследователи предположили, что изображения являются частью некой древней передаточной системы знаний, похожей на настенные летописи, которые использовали разные культуры для передачи мифов и легенд из поколения в поколение. Несмотря на то, что все это остается на уровне гипотез, важно заметить, сами рисунки остались такими же загадочными, как и место их обнаружения. В ходе дальнейшего анализа обнаружилось, что в изображениях присутствуют редкие элементы, которые, возможно, содержат ключи к более глубокому пониманию этих древних посланий. Итак, какие тайны еще хранят в себе эти загадочные символы? Первобытные художники или что-то большее? Каждый шаг углублял исследователей в загадочный мир, который они открыли. Откуда взялись эти рисунки? Могли ли они быть созданы первобытными художниками, или за ними скрывается нечто более сложное? Некоторые эксперты начинают рассматривать возможность, что эти рисунки могли быть оставлены древней цивилизацией, которая обладала знаниями, давно забытыми современным человечеством. Взгляд на фигуры приводит к мысли, что они могли символизировать что-то большее, чем просто художественные творения. Возможно, это были карты или даже древние системы навигации. Одна из наиболее захватывающих теорий предполагает, что рисунки могут свидетельствовать о контакте с посетителями из других миров. Дело в том, что некоторые из геометрических форм и линий на стенах пещеры удивительно напоминают современные концепции астрономии и картографии. Эти изображения будто бы указывают на владение древними, странными и продвинутыми знаниями об окружающем мире. Могли ли эти люди обладать более продвинутыми технологиями, которые мы только начинаем понимать? Другие исследователи обратили внимание на остатки органических веществ на стенах, что может свидетельствовать о применении специальных красителей для создания рисунков. Эти вещества могут стать ключом к более точному датированию времени их создания. Если так, то мы, возможно, на пороге нового открытия, которое изменит представление о древней истории. Вопросов слишком много, и каждый шаг в этом направлении обещает новые открытия. Но что происходит, когда эти загадочные рисунки начинают связываться с мифами и легендами, окружающими Бермудский треугольник? Расшифровка символов и новые открытия. После первого ошеломляющего взгляда исследователи шаг за шагом начали расшифровывать скрытые символы на стенах.
Анализируя каждый рисунок, они постепенно начали выявлять определенные закономерности. Геометрические узоры, казалось, следовали строгим математическим правилам. Например, повторяющиеся треугольники и круги вызывали в памяти известные древние астрономические карты. Эти изображения намекали на глубокие знания о звездных системах, которые древние явно обладали. Однако, что поражало больше всего, так это то, что эти древние карты совпадали с современными концепциями небесных движений. Следующий прорыв произошел, когда команда обратила внимание на странные символы, напоминающие современные буквы и числовые обозначения. Когда лингвисты подключились к работе, они выдвинули гипотезу, что это может быть нечто вроде древнеписьменного кода. По мере дальнейшего изучения удалось обнаружить целые фрагменты, которые, судя по всему, представляли собой фразы или предложения. Это открытие открыло новые горизонты. Если рисунки действительно содержат информацию в письменной форме, это может изменить наше понимание древних культур. Еще одной сенсацией стал анализ минеральных отложений на стенах пещеры. Он показал, что пигменты, использованные для рисунков, содержат редкие элементы, которые не встречаются в природе в этой части мира. Это обстоятельство доставило ученым еще одну загадку. Откуда у древних художников были такие материалы? Появились предположения, что эти материалы могли быть привезены с других мест, что свидетельствует о существовании сложных торговых связей. По мере углубления в расшифровку символов и анализа материалов стало ясно, что перед нами открывается не просто художественная галерея, а целый исторический архив, хранящий тайны давно исчезнувшей цивилизации. Однако, как эти рисунки связаны с мифами о Бермудском треугольнике? Могут ли они предоставить новый ключ к разгадке исчезновений? Эти открытия подталкивают нас к следующему шагу — исследованию древних легенд, чтобы понять их связь с таинственными рисунками. Связь с мифами и легендами. Что скрывают рисунки? Внимательное изучение рисунков на стенах пещеры привело исследователей к удивительным открытиям, которые установили связь между древними изображениями и мифами, окружающими Бермудский треугольник. Эти загадочные символы, возможно, содержат ключи к пониманию легенд о потерянных кораблях и исчезнувших эскадронах. Наиболее интригующим было изображение, напоминающее гигантские водовороты, которое могло быть представлением тех аномальных явлений, которые связывались с таинственными исчезновениями в этом регионе. Другое важное открытие касалось изображений, которые напоминали мифические существа, исторически ассоциировавшиеся с океанскими глубинами. Эти образы могли быть визуализацией древних историй о морских монстрах, как будто предупреждающие мореплавателей об опасностях, поджидающих их в этих водах. Исследовательская группа отметила, что данные изображения имеют удивительное сходство с мифами разных культур, от древнеегипетских до мезоамериканских, что указывает на возможное глобальное влияние. Интересно, что среди рисунков были также найдены сцены, изображающие небесные объекты, которые могли бы интерпретироваться как отсылки к мифам о небесных богах, посылающих катастрофы на Землю. Эти символы, возможно, свидетельствуют о попытке древних объяснить загадочные явления, наблюдаемые в Бермудском треугольнике. Некоторые фигурки могли даже олицетворять мистических хранителей, которых жители древности верили, что они защищают или, наоборот, губят моряков. Исследователи также обратили внимание на изображения затонувших кораблей, которые могли быть запечатленными свидетельствами катастроф, переданные через поколения. Эти сцены соотносятся с легендами, окружавшими регион, и предположительно служат предупреждением о смертельных опасностях, ожидающих тех, кто осмеливается пересекать эти воды. Таким образом, рисунки становятся своего рода визуальным повествованием, отражающим исторические события, которые могли бы породить мифы, передаваемые из уст в уста. Бермудский треугольник. Загадки, не поддающиеся объяснению. Погружаясь глубже в загадки Бермудского треугольника, необходимо признать, что это место давно привлекает внимание исследователей по всему миру. Ужасающие легенды о таинственных исчезновениях не дают покоя уму, пробуждая воображение и страсть к разгадке великой тайны. Но что же на самом деле происходит в этом мистическом регионе? За последние десятилетия было зарегистрировано множество необъяснимых случаев исчезновения кораблей и самолетов, которые словно растворяются в пространстве, не оставляя следов. Моряки и пилоты часто рассказывали о внезапных изменениях погоды, густых туманах и аномальных компасных показаниях. Это наводило на мысль о возможном влиянии каких-то неизвестных сил, которые действуют в этой области. Однако точных объяснений по-прежнему нет. Научные теории предлагают различные версии от природных явлений, таких как подводные вулканы, до более экзотических, как переменные магнитные поля. Но ни одна из них не дает исчерпывающего ответа.
Особое внимание привлекает гипотеза о существовании в этом районе природных газов, таких как метан, которые могут вырываться на поверхность, создавая разрушительные условия для судов и самолетов. Однако и это предложение имеет свои недостатки. Другие теории предполагают влияние подводных аномалий или даже использование передовых технологий, доступных неведомым цивилизациям. Несмотря на все попытки научного объяснения, Бермудский треугольник по-прежнему сопротивляется полному разгадке. Неудивительно, что он стал одним из самых загадочных мест на Земле. Секреты, которые он хранит, возможно, будут раскрыты лишь спустя многие годы исследований и открытий. Но пока мы можем лишь предполагать и восхищаться этим неизведанным уголком мира, который продолжает приковывать к себе внимание исследователей и авантюристов. Каждое новое открытие, как эти древние рисунки, приносит с собой новые вопросы и обещания разгадки, которые, возможно, находятся уже совсем близко. Теории ученых «Кто оставил таинственные послания?» Ученые по всему миру ломают голову, пытаясь разгадать, кто же мог оставить эти загадочные послания на стенах подводных пещер Бермудского треугольника. Одна из наиболее известных теорий предполагает, что за древними рисунками стоят представители давно исчезнувшей цивилизации, которая существовала до известных нам времен. Ученые находят параллели с артефактами, обнаруженными в других частях света, и удивляются схожести некоторых символов с письменностью древних народов. Это наводит на мысль, что они могли быть частью глобальной сети культурных обменов. Некоторые эксперты считают, что эти рисунки могли быть созданы племенами, жившими на поверхности до затопления, произошедшего в результате природных катаклизмов. Эта гипотеза основывается на версии, что древние жители островов Атлантики обладали глубокими знаниями, возможно, даже превосходившими наши представления о той эпохе. Анализ символов показывает, что они могли иметь ритуальное значение, возможно, связанное с поклонением богам моря, которые по древним мифам обитали в этих водах. В этом контексте рисунки могли быть попыткой установить контакт или выразить почтение этим мистическим существам. Другие исследователи выдвигают теорию о вмешательстве внеземных цивилизаций. Некоторые линии и формы изображений на стенах пещер напоминают современные концепции космических карт или технологий, которые могли использовать внеземные гости. Это вызывает споры и обсуждения среди ученых, так как подобные идеи зачастую воспринимаются с долей скептицизма. Однако геометрическая точность и осмысленность некоторых символов оставляют место для предположений о контактах с другими разумными существами. Наконец, еще одна популярная теория исходит из археологических находок, демонстрирующих, что древние мореплаватели, возможно, использовали эту область в качестве важного навигационного узла. Сложность символов и их расположение в пещерах указывает на возможное использование их как ориентировочных или информационных знаков для судов, отправляющихся в далекие путешествия. Эти изображения могли быть своеобразными дорожными картами того времени. Но кем бы ни были авторы рисунков, их послания остаются ключом к разгадке тайн, окружавших Бермудский треугольник на протяжении веков. Эхо древних цивилизаций. Что мы знаем о них? Исследования, проведенные в пещерах и основанные на обнаруженных рисунках, натолкнули археологов на мысль о возможных контактах с забытыми цивилизациями. Изображения, покрывающие стены, напоминают произведения искусства древних культур, таких как цивилизации майя или египтян, и демонстрируют высокий уровень мастерства. Эти рисунки, в свою очередь, могут быть свидетельством того, что когда-то здесь жили люди, возможно, создавшие развитое общество с уникальными традициями и культурой. Особое внимание привлекает одна из стен, где изображены сцены, напоминающие ритуальные церемонии. На изображениях присутствуют фигуры, одетые в одежды, украшенные сложными узорами, что указывает на наличие у древних жителей широких знаний в области текстильного искусства и, возможно, развитую торговлю с другими регионами. Некоторые из рисунков также содержат сцены, где люди взаимодействуют с гигантскими морскими существами, что наталкивает на мысли о существовании мифов или легенд, которые мы до сих пор не разгадали. Интересным остается факт того, что среди изображений можно выделить символы, напоминающие письменность. Оказалось, что они имеют схожие элементы с известными древними языками, такими как шумерский или эллинский, что вызывает вопросы о влиянии и контактах с другими культурами в древние времена. Эти символы могут содержать закодированную информацию, которая могла бы пролить свет на методы коммуникации и передачи знаний в древнем мире. Ученые также рассматривают возможность существования подводных поселений, которые могли быть частью ныне затопленной территории. Это предположение подтверждается находкой следов древних укреплений и конструкций, обнаруженных неподалеку от пещер. Археологи всерьез задумались над тем, что когда-то здесь могли существовать города, уничтоженные морем или катастрофой. Раскрытие этой тайны может не только рассказать больше об исчезнувших цивилизациях, но и открыть новое понимание процесса миграции и адаптации людей к изменяющимся условиям окружающей среды. Таким образом, каждое новое открытие приближает нас к пониманию того, как жили древние жители этих мест и каким образом их опыт мог повлиять на развитие цивилизации в целом.
Проклятия и тайны. Как рисунки связаны с исчезновениями? В то время как исследования древних рисунков в пещерах продолжаются, внимание ученых все больше сосредотачивается на том, как эти изображения могут быть связаны с исчезновениями, происходящими в Бермудском треугольнике. Внимательное изучение символов на стенах выявило не только художественное мастерство, но и скрытые истории об опасностях, которые, возможно, были известны этой исчезнувшей цивилизации. Ученые обратили внимание на изображения, которые напоминают сцены бедствий, тонущие корабли, гигантские волны и ураганы, подобные которым и сегодня внезапно обрушиваются на суда в этом регионе. Одной из самых поразительных находок стало изображение, которое, по мнению некоторых экспертов, является картой зон опасности, предостерегающих о природных катаклизмах. Эти древние карты могли быть частью системы предупреждений, которая предупреждала моряков о возможных опасностях в этих водах. Схожие изображения были найдены в других частях света, что может свидетельствовать о более широком понимании опасностей мореплавания древними культурами. Исследователи также обратили внимание на структуры, напоминающие измерительные приборы, которые, возможно, использовались для предсказания погодных условий или изменения морских течений. Это открытие позволяет предположить, что древние жители обладали знаниями об окружающей среде, которые мы только начинаем осознавать. Эти технологии могли бы помочь тем, кто путешествовал по морю, избежать неожиданностей, которые теперь ассоциируются с аномалиями Бермудского треугольника. Кроме того, на некоторых изображениях присутствуют человеческие фигуры, которые кажутся молящимися или совершающими обряды призыва. Это может свидетельствовать о том, что древние жители пытались защитить себя от опасностей, связываемых с данным регионом посредством ритуалов. Эти образы подчеркивают веру в сверхъестественные силы или божеств, которые могли бы предотвратить бедствие. Эта находка добавляет новый уровень к пониманию культурных верований, связанных с проклятиями и тайнами Бермудского треугольника. Итак, все это подводит к неожиданному выводу. Возможно, древние жители этих территорий знали о природных и мистических опасностях, которые до сих пор будоражат наше воображение. Их изображения и символы оставляют вопросы для дальнейшего исследования и открывают новые горизонты в понимании загадок, окутывающих этот легендарный регион. Неожиданные выводы. Что мы узнали о Бермудском треугольнике? По мере того, как исследователи попытались объединить все открытые факты, связанные с Бермудским треугольником, перед ними возникла удивительная картина, которая проливает свет на многие загадки этого региона. Изучение древних рисунков не только продемонстрировало высокий уровень знаний и мастерства исчезнувшей цивилизации, но и показало, что эти знания предвосхищали многие современные научные открытия. Анализ символов открыл новые горизонты в понимании древних методов предсказания погодных условий и изменяющихся морских течений. Это подтвердила и находка изображений, напоминающих карты зон опасности, которые, возможно, предупреждали древних путешественников об угрозах, скрытых в этих водах. Особую важность обрели изображения, представляющие сцены природных катастроф, включая гигантские волны и ураганы. Эти сцены, возможно, указывают на то, что древние знали об аномальных явлениях, характерных для Бермудского треугольника. Это открытие ставит под сомнение многие современные теории, предлагая новый взгляд на историю региона и вмешательство ранее неизвестных факторов. Эксперты также обратили особое внимание на символы, которые могли бы свидетельствовать о ритуалах и обрядах, проводимых в этом регионе для защиты от природных и мистических угроз. Эти образы подтверждают, что древние жители имели сложные культурные верования и традиции, которые, возможно, способствовали их выживанию в условиях повышенной опасности. Исследования продолжаются, и каждый новый шаг обещает еще больше открытий. Но уже сегодня становится ясно, что древние жители этих территорий обладали уникальными знаниями и технологиями, которые до сих пор остаются загадкой для современного мира. Эти открытия не только обогащают наше понимание древних цивилизаций, но и вызывают новые вопросы о том, как древние люди могли обладать столь передовыми знаниями. Бермудский треугольник, как всегда, остается источником тайн и дает пищу для размышлений, но также и надежду на разгадку своих загадок, которые уже много веков привлекают внимание ученых и авантюристов по всему миру.